Так, ну что, у нас сегодня очередной посыл в массы с моим супер голосом. Друзья мои, это последствия от ковида. Ничего не могу с ним поделать пока не восстановится. Может до полугода восстанавливаться, так что терпите. Буду сипеть. Сегодня у нас очередной посыл в массы по поводу девушек, которые хотят богатых, известных и знаменитых. Сегодня я бизнесмен. Крутой бизнесмен. Как я выгляжу как крутой бизнесмен? Пишите. В прошлом ролике я выглядел как почтальон Печкин, а в этом хочу выглядеть как Абрамович. Но с небольшим дефектом. А вот с каким, узнаете в процессе. Посмотрим. Аккуратно. Привет. О, привет. Привет, привет. Рад тебя видеть. Я тоже. Слушайте, ты можешь маску снять, потому что я переболел. Да, все, да. Ты переболел? Я переболел, Классно. Да, так что не переживай. Вот такая машина классная. Да? Такая. Нравится? Да, вообще классно. Ну, вообще отлично. А я нравлюсь? Естественно. Здесь главное все-таки не машина, наверное, да? Да, главное, чтобы человек был хороший. Ну да. Ну, такой статный, сильный. Нормально. Чем ты занимаешься? Спорт какой-нибудь, может? Ну, спорт какой-нибудь присутствует в моей жизни, да. А какой? Отжимаюсь по утрам. И на скакалке прыгаю. Да нет, шутка, конечно. Я в зал хожу регулярно. Сейчас немного переболел. Сейчас вернусь в норму и буду выглядеть еще лучше, потому что все-таки спорт, он, во-первых, молодит. Я тебе могу так сказать. Вот. Да. Во-вторых, все-таки это такое занятие, которое мобилизует, да, потому что это все-таки система определенная, это определенная ответственность перед самим собой и так далее. То есть люди, которые занимаются спортом в том числе, достигают больших успехов, чем люди, которые спортом не занимаются. Ну да, тут я с тобой соглашусь, потому что у меня проблемы со спортом начались, я тоже переболела немного, вот, недавно тоже из-за этого коронавируса, и я тоже не особо сильно чувствую себя хорошо, не очень. Да, так что вот, я тебя понимаю в этом плане. Восстанавливаться нужно. Ну, хорошо. Чем ты вообще в свободное время любишь заниматься, расскажи, может быть? Я музыкой занимаюсь. Песни пишу периодически. Так. Работаю вообще в электронике, в ДНС. Вот. Ну, ты знаешь, у меня же дом есть. Дом? Ну, свой, да. У меня дом в Сестрорецке. Это очень престижный район. Дом очень дорогой. И у меня там по площади есть комната пустующая. Я не знал, как ее занять. Вот, если у нас что-то получится, ты можешь занять ее под свою студию и писать там песни. Ого! Там даже можно сделать акустику, ну, в смысле, шумоподавление, да, чтобы не мешать никому. Вот, хотя я тебе могу сказать, что дом у меня 700 квадратов. 700 квадратов. И эта комната, она находится в самом дальнем крыле дома, и ты, я думаю, никому мешать там вообще не будешь. Единственное, что может быть у меня прислуга... Обыкновенная прислуга Афорсу, как у комиссарши. Капризная. У тебя прислуга есть? Ну, у меня есть горничная, да, которая... Вот, и есть у меня еще шофер. Вот, он меня возит, да, по делам каким-то таким рабочим моментам, вот, и, соответственно, есть повар. И ты можешь напрягать только их, потому что меня большей частью дома нет. Вот, я по бизнес-вопросам всем не разъезжаю. Ясно. Вот, а их ты можешь немножко напрягать, но я с ними переговорю, поэтому у тебя проблем не будет. В конце концов, участок 30 соток, ты сможешь уйти, если что, просто куда-нибудь в беседку, если это хорошая погода, и помузицировать, не дома. Ну, это, конечно, очень интересно. А в какой сфере ты работаешь? Почему ты так много занят? Я, конечно, понимаю, что там дом такой большой, прислуга, это надо как-то содержать. Слушай, ну, да. А в какой сфере вообще ты? Помимо дома, у меня еще есть квартира. Квартира на Крестовском острове. На Крестовском острове 5-комнатная. Вот. Недалеко от метро, прям в самом центре, рядом с парком. Я там в доме я обычно по выходным и в хорошую погоду. Вот. Ну, на квартиру тоже иногда приезжаю. Так вот, по поводу бизнеса. Слушай, у меня все неплохо. У меня есть часть средств было вложено
недавнем времени в один пассивный доход. Вот, они приносят мне, скажем так, инвестиции с акций. Я купил акции, очень хорошо вложился, и мне приносит это определенные средства. Вот. И также сейчас я целюсь на, соответственно, природные ресурсы. То есть сейчас, да, мы рассматриваем, да, видишь, сейчас с газом какая история происходит. Наш российский газ всем нужен, поэтому вкладываться в него и, скажем так, в обработку, переработку, в транспортировку очень-очень выгодно. Вот, поэтому сейчас работаем вот в такой вот истории. То есть занятость у меня достаточно приличная, ну понимаешь, да? Вот, поэтому я там особо сильно в твоей жизни участвовать пока не смогу. Вот, там дети, не дети, это все на тебе, прислуга на тебе, все, собственно говоря, на тебе. Вот. Если ты вдруг согласишься там или у нас что-то получится. Так, а за рубежом ты часто бываешь, нет? По поводу путешествий я тебе скажу, почему сейчас так происходит немного с путешествиями. Ну, может, чуть-чуть попозже. Сейчас пообщаемся. Я тебе скажу, сейчас я не путешествую. И это не связано с ковидом совершенно. Ну, я люблю путешествовать, мне нравится. Да? Я люблю и технику обновлять. Я айфоны меняю на новые. И мне бы хотелось как бы дальше продолжать путешествовать и обновлять технику. Это круто, здорово, почему нет? И я бы хотела вместе путешествовать. Да? Да. Ну, хорошее желание. Ну, смотри, какая история по поводу все-таки путешествий. Как это все у меня сейчас устроено. Ты мне нравишься, ты спокойная, ровная, музыку пишешь отлично, мне вообще это все устраивает. Единственное, что у меня есть один нюанс. Какой? Судимость, дети, что у тебя есть? Нюанс следующий. Смотри, дом 700 метров в Сестрорецке, квартира на Крестовском острове. И даже этот автомобиль, они все в кредите и в ипотеке. Это все кредитные, ипотечные деньги. Я зарабатываю 700 тысяч рублей в месяц. Вас заливает. 700 тысяч. Но на прислугу, на ипотеки и на кредит я трачу 650. Остается 50 тысяч в месяц. Жить на 50 тысяч в месяц? Серьезно? Поэтому обновление айфонов и путешествия пока откладывается. И насколько это откладывается? Ты понимаешь, какая история? Ты готова со мной, соответственно, разделить эту участь, скажем так, да, долговую, поесть гречку. Сегодня будет просто гречка с котлетой. Поесть гречку. Гречку? Гречку и, да, и с тушеночкой. Гречку с тушенкой? Гречку с тушеночкой, да, походить с айфоном, со стареньким, и пока никуда не выезжать дальше Сестрорецка. Вот если ты готова, соответственно, вот к такой истории, то я тебе скажу, насколько это затянется. Ты мне просто Нет, скажи. я, конечно, была готова дать информацию. Это было очень интересно, завлекательно, но кредит, серьезно, гречка, я не привыкла вообще так жить. Почему вообще? То есть ты не хочешь? Так, окей, ладно. Допустим, я соглашусь. Хорошо, насколько это затянется? Ну смотри, на самом деле ты не переживай, это всего-навсего на 12 лет. 12 лет, блядь, серьезно? Ты знаешь, я не готова к этому, серьезно. 12 Подожди, 12 лет пролетят как один день. 12 лет? Да иди ты нахер, все равно. Блядь, нахер не надо, все, пока. Давай. Все, пока. Ёп, а сил-то у нее много, видать, не только гречку ест. Ну что, друзья мои, сегодня я опять потерпел фиаско. Почему никто не хочет проблемных мужичков? Все хотят. Ну вот смотрите, да, ведь реально же, да? Ведь это же очень глупо, когда женщина рисует себе картинку богатый, плюс-минус молодой, симпатичный, с хорошим характером, с большой писькой и так далее. Блядь, чуваки, точнее чувихи, не бывает такого.
Вот реально не бывает. Даже если это все совпадет, он будет геем. Понимаете? Ну, то есть, это просто не потому, что я сейчас пытаюсь вам скозлить и сказать, что там выбираете убогих, юродивых. Нет, но вселенная и природа, она все упорядочивает и балансирует, понимаете? Но не бывает идеальных людей, к сожалению. Не бывает. А вы хотите сразу, понимаете, вот так по щелчку губы вкачали, купили одну дорогую шмотку, одели ее, пошли и высиживаете где-нибудь в ресторане какого-нибудь олигарха. Даже если вы его высидите, вы охуеете от тех историй, которые на нем будут прилеплены там сзади, понимаете? И по характеру, и по всему, короче. Поэтому не будьте такими. Вообще выбирайте на самом деле, знаете, есть определенная логика в том, чтобы взять просто перспективного парня, да, не долбоеба, не алкаша, человек, который стремится. В чем перспектива? В том, что он стремится изменить жизнь, разбогатеть, работать над собой там, и так далее, завести семью. И живите с ним, понимаете, и поддерживайте его в любом кипише. Что-то я сегодня на философию потянула. Как вам барышня? Напишите мне, пожалуйста, как вам барышня. И напишите, пожалуйста, что я сделал не так. Может быть, дом надо было сказать не 700, а 1000 метров. Да. Если бы я ее привел, я думаю, что и повар, и водитель, и горничная нехило бы охуели. Пишите. Друзья, напоминаю про видос с новой улучшенной стратегией, где все стало еще проще, и пока она работает, надо пользоваться. Вот этот ролик, вот он, кликайте прямо на него, поторопитесь, пока все работает. Ведь прошлую снесли, и не все успели поднять лавешку. Кликайте вот сюда. Всем пока!